Слезами горю не поможешь. Не хнычь, как девчонка. Хватит нюни распускать. Эти и многие подобные знакомые вам фразы ну никак не помогут главному герою игры, заглянувшей сегодня в гости к аркадному обзору. Всем привет, с вами Террел, и сейчас мы поговорим о The Blinding of Isaac. Может быть, правильно говорить Исаак, но Айзек мне проще. Честно говоря, впервые услышав о задумке игры про мальчика, скрывающегося, свихнувшейся на религиозной теме матери в подвале, набитом монстрами, я очень заинтересовался. Ведь это тот самый мой любимый нестандартный подход. Однако все оказалось совсем не таким радостным. Ну, для меня. Я не знаю точного названия жанра, все стараются причислить The Blinding of Isaac к так называемым roguelike RPG, характерной особенностью которых есть случайная генерация уровней и необратимая смерть персонажа. Но для меня игра больше похожа на старых представителей аркадных шутеров, где на тебя волнами мчатся сотни монстров, с трупов которых валятся деньги, аптечки, патроны, новое оружие и черт знает что. Этот жанр игр почему-то был популярен в моем детстве, но, к счастью, а может и нет, меня почти полностью миновал. Первую подобную игру я вообще попробовал чисто случайно, уже почти в совершеннолетнем возрасте, и сразу все для себя понял. Потом было еще парочка, но ни названия, ни даже внешнего вида я сейчас уже не вспомню. Вот насколько мне это дело понравилось. А все из-за полной бессмысленности происходящего. И вот The Blinding of Isaac полностью возродила у меня эти воспоминания из-за своей основы, постоянных маневров, одновременно чтобы прицелиться и увернуться от вражеских атак. И все это на уровнях, случайным образом собранных из обширного набора заранее нарисованных комнат. Именно на это в игре сделана основная ставка. Сама цель не прохождение до конца, а перепрохождение снова и снова. Десятки часов бесконечной и безостановочной беготни, стрельбы, смертей, сбора артефактов, еще беготни и плача. То есть не стрельбы бесконечными слезами главного героя, а вашего плача, который тут вызвать может, ну, почти все. Огромное количество времени, которое можно использовать на что-то куда более интересное, просто тратится впустую. Но если же вы это любите или у вас непростой период отношений с вашей доткой, то я попытаюсь рассказать об этой, без сомнений, нестандартной игре. И да, я в курсе, что на момент выхода этого ролика уже вышло переиздание с подписью Rebirth. И если вы еще не играли, но внезапно захотели, то естественно надо играть в него. Там и картинка красивее, да, видео такое мутное, потому что оригинальный The Blinding of Isaac запускается в маленьком окошечке. И всякого наполнения в игре значительно увеличилось. Хотя интерфейс, судя по скриншотам, они абсолютно профукали. И стоит новое издание в 3 раза дороже оригинала. Короче говоря, в один прекрасный день мама услышала некий божий глаз, который объявил ей, что ее сын Айзек погряз во грехе. Сначала тот потребовал запереть малыша в комнате, отобрав у него все, а затем и вообще принести отпрыска в жертву. В панике и ужасе Айзек бежит в подвал и обнаруживает, что там вокруг куча фекалий, чьи-то ссохшиеся трупы и чудовища, орущие головы, хищные эмбрионы и черт знает что еще. Надо бы прибраться в комнате, а то мало ли через недельку-другую тут такое начнется. И это все, что нужно знать о сюжете. А можно и вообще ничего не знать, потому как, повторюсь, игра совсем не об этом, а о бесконечных уникальных маленьких приключениях в этом жутком соревновании в ничтожности и безобразии. Все уровни собираются рандомно, но с некоторыми обязательными условиями, типа босса и какого-то полезного артефакта, а также комнат с монстрами и мелкими расходными предметами, вроде ключей и бомб. Саму игру при должном старании и усидчивости можно спокойно пройти за полчаса, но гораздо вероятнее совсем другой исход – смерть. И после записи «Милый дневник, эта штука сегодня меня убила» игрока ждет начало с чистого листа. Само по себе это не так уж и плохо.
Но вот почему-то именно тот самый рандом, якобы украшающий игру, меня абсолютно отвратил от нее. Нет, конечно же, рандом это круто. Я человек, который уже 2 года провел с Хардстоуном. Но в The Blinding of Isaac очень много элементов, и сбалансировать их случайным образом крайне трудно. У тебя куча ключей на руках, а на уровне ни одной двери. Зато все веселье за камнями, а бомб-то у тебя и нет. А дух искателя приключений и первооткрывателя вообще убивается подчистую постоянной дилеммой. Если я пойду туда, то какова вероятность того, что я найду хороший бонус, а не отброшу коньки? Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но порой игра ставит тебя в абсолютно безвыходное положение, и заранее становится ясно, что все профукано и пора начинать сначала. Для кого-то такой устрой создает некую мотивацию, но не знаю, может быть все дело в том, что я играл в нее специально для обзора, и времени, да и желания разбираться во всех этих тонкостях не было, хотя я даже зашел на специально созданную Википедию по игре, чтобы понять, что же делаю не так. И выяснилось, что я просто не знаю эту Википедию наизусть. Поэтому, хватая все подряд, теряю отличные бонусы или вообще наношу себе вред. А главное, в самой игре об этом сказано ничего. И в этом, по моему мнению, главная проблема. Игрока просто запускают в эту многогранную мясорубку, ничего не объясняя, ну кроме управления, и за то спасибо. Поэтому-то у отдельных личностей наиграно в нее по нескольку сотен часов. Им интересно разбираться самим во всем этом, непонятно правда зачем, просто потому что интересно. И это можно понять, но спасибо нет. Тут еще можно открывать других персонажей помимо Айзека, со своими особенностями, и побегав парочка из них, мне игра даже показалась попроще, но рандом опять исполнил свои полномочия. Но отмечу, что в игре хорошее музыкальное оформление, отлично вписывающееся в происходящий на экране бедлам. В итоге The Blinding of Isaac нишевая игра. Если в Мидбое до крайности доведено использование умений игрока, его реакции и идеального расчета времени нажатия клавиш, то здесь до крайности доведен фактор случайности. И требуется полное погружение в механику происходящего. Извини, Эдмунд Макмиллан. Террell ищет в играх чего-то другого. The Blinding of Isaac или зацепит и долго не будет отпускать, или после пары смертей даст понять, что это не ваше. И небольшой апдейт. Благодаря большой задержке в работе над сезоном и выходу в свет переиздания Rare Replay, я могу добавить, что еще в 1983 году вышла игра A Tick Attack. Она вот именно про то же, что и Isaac, только в менее наркоманской стилистике. 30 лет прошло, ребята, 30! А вы играете в одно и то же, ну